И, кроме того, огромное количество денег и оружия будет перенаправлено с Украины на Ближний Восток, ну, на Израиль. Это оба этих пункта чрезвычайно выгодны российскому руководству. Чрезвычайно выгодны. Но вот тут вот самое главное, чтобы мы без штанов не остались. Потому что флот океанский – это самая дорогая игрушка, которую только генералы и адмиралы могут себе вообразить. Для них это вот лакомый кусок. Здравствуйте, вы на канале Ширяев и Ширяев. Здесь это я, журналист Евгений Ширяев, мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Мы обсуждаем последние события. Здравствуйте, я рад тоже вас всех приветствовать в нашем очередном выпуске. Сегодня День России, когда мы записываем этот выпуск. Ну, хочу сказать, что армия традиционно связана со своим государством всегда обычно через флаг, вот как бы символически, да. Поэтому флаг представлял государство на поле боя всегда, с древнейших времен. Там, «Пусть я убит под Ахероном, и кровь моя досталась псам, орел 6-го легиона все так же рвется к небесам». Если римский легион утрачивал знамя на поле боя, он мог подвергнуться обряду децимации. И до сих пор, в принципе, полк могут расформировать, если утрачено знамя полка. Вот. Я думаю, что у всех государств разные знамена, флаги, но они являются единым символом для всех граждан, независимо от политических воззрений. Оппозиция, не оппозиция, все они под этим единым флагом. Так, в принципе, устроена политическая система. И иногда бывают довольно забавные случаи. Вот, например, ты знаешь, почему бразильский глаз вот такой, вот, флаг вот такой вырвиглаз? Ну, это, во-первых, цвета. Нет. Подожди. У них был исходно правильный символ джунглей, зеленых. Ну, да. Зеленый флаг. По-прежнему присутствует зеленый флаг был. Но они захотели монархию себе устроить, а короля у них, царицы, не было. Они попросили Габсбургов прислать им принцессу замуж, чтобы породниться и сделать настоящую, значит. Им прислали, но Габсбурги сказали, да, но наш цвет нашей монархии должен стать национальным цветом. То есть, зачастую это такие случайные процессы. Все. Так же, кстати, как и флаг современной Украины произошел от шведского флага, а флаг современной России от голландского флага. Вот. Ну, я думаю, что мы все этот праздник по-разному можем отмечать, но, в общем, мы все граждане одной страны. И я приветствую вас в этот день на нашем канале и призываю подписаться на него тех, кто этого еще не сделал. Но начинаем мы, как всегда, с того, что мы перечисляем населенные пункты, которые, как сообщает Минобороны, были заняты российскими войсками за минувшую неделю. В Донецкой области это населенные пункты Заря и Федоровка. В Сумской области Кондратовка. Наступление, как видишь, все время по-разному. Да. Ну, уже по числу занятых населенных пунктов мы видим, что все, наступление остановилось в обеих случаях, вернее, в одном случае точно совершенно. Об этом мы еще неделю назад сказали. И группировки на юге, которые действуют в районе Великой Новоселки, Комара, там, так далее, они продолжают движение в сторону Днепропетровской области. Значит, есть уже свидетельство о том, что они туда на достаточно большом участке зашли. Но и в общем, и все. На этом это движение как бы остановилось. И если мы посмотрим по карте, где она остановилась, мы увидим, что удивительным делом части, расположенные вдоль административной границы Донецкой области и Днепропетровской области, то есть они немного пересекли границу Днепропетровской, но дальше не идут. И тут возникает интрига некая такая, потому что, если предположить, что они будут выполнять задачу, поставленную официально в различных выступлениях Путина о том, что необходимо занять в административных границах Донецкой области. Только Донецкую? Да, все 4 области, конечно.
Но в Донецке самые главные бои идут, да, это центральная арена сражения. Ну, да. То вообще-то эти силы должны сейчас развернуться на север и пойти на север. Если же... Чтобы захватывать там Славянск, Да. Краматорск. Если же все-таки разговор идет о стратегической операции против вооруженных сил Украины в данном географических обстоятельствах, то, конечно, следует ожидать их дальнейшего продвижения. Мы должны увидеть вот это направление главного удара стратегического к Днепру. Потому что рассечение украинской армии на две части, северную и южную группировку по Днепру, это будет очень серьезный, большой стратегический успех. Вот к такому успеху украинская армия стремилась во время знаменитого контрнаступа лета 23 года. Они хотели рассечь российскую армию по направлению, там, условно, от Запорожья к Мелитополю, да, на две части. Вот примерно так. Сейчас может повернуться и так, и так. То есть я не берусь гадать. Мы должны это увидеть в ближайшие пару месяцев, как обозначится движение армии. Значит, это скромная достаточно задача, скорее такая, в рамках переговорного процесса, стратегически, не стратегическое занять просто всю Донецкую область, или это все-таки большая стратегия. В рамках переговорного процесса занять Донецкую область. Да. А мы с тобой еще поговорим. Именно в рамках переговорного процесса зачастую бывают и ракетные удары, наступления, все что угодно. Ну, а поскольку наш канал, он о военном деле, о военной теории, мы зачастую с нашими зрителями разговариваем в рамках жанра науч-поп, объясняем некоторые вещи и так далее. Я как раз хотел бы использовать эту ситуацию, поскольку остановилось наступление российской армии между Торецком и Мирноградом, показать, как это формулируется в теоретических трудах. И существует очень элегантное и всеобъемлющее объяснение этого решения – остановка наступления. Обязанность стратегии – не допускать, чтобы наступательные операции затягивались до последнего издыхания. Необходимо большое мастерство руководства, чтобы вовремя прервать наступление. Как только наступает момент потери войсками тактических преимуществ, стратегия должна пересмотреть вопрос о целесообразности продолжения операции и закончить ее на соответствующем рубеже. А вот дальше важное. Настойчивость и упорство, переходящие в упрямство, не являются безусловными добродетелями в военном искусстве. Нужна оперативная гибкость, чтобы не расшибить себе лоб об стену. Вот так это формулируется классиками. Классик этот уже неоднократно упоминавшийся тобой. Да, конечно, это из книги «Стратегия Свечина» определение. Но спорить трудно с таким определением, чтобы не расшибить себе лоб об стену. Будь умнее, что называется. Да? Вот, строго говоря, стратег, командир должен определить момент, когда его вооруженные силы, части, соединения настолько истощены, что следующий шаг будет означать катастрофу, то есть проигрыш, когда из-за слабости организма он уже находится на момент перехода от победы к поражению. Вот, строго говоря, что-то в таком духе мы сейчас, видимо, наблюдаем на фронте. То есть будут вывод частей на переформирование, на пополнение, на смену позиций и так далее. В общем, много что там, видимо, нужно сделать для того, чтобы подготовить следующий этап наступления. Так, у нас вот экстренное включение. Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. То, о чем в прессе сообщалось пару дней назад, это произошло. Значит, во-первых, самое главное, что сейчас надо иметь в виду, что в дальнейшем будут поступать уточнения, и главный анализ все-таки мы сделаем через неделю в следующий выпуск. Потому что очень многое окажется не так, недостоверным. Обе стороны пытаются друг друга обмануть, в том числе и мировую прессу пытаются обмануть. Поэтому делаем скидку на то, что сейчас
делаем анализ только на основании наиболее таких очевидных фактов, значит, которые уже с ними не поспоришь. Во-первых, характеристика самой операции. Это не атака, это именно разработанная тщательная операция. Готовилась она очень давно. Решение о ней было принято не позднее, чем неделю назад, а то и там 2 недели. То, что на следующей неделе, вот буквально в субботу там, должно было быть очередной раунд переговоров по ядерной программе Ирана с Соединенными Штатами, это было использовано как прием оперативной зашифровки. То есть иранские официальные лица, военные и так далее, тихо, спокойно, несмотря на нагнетание обстановки, ждали следующего раунда. То есть предположительно, что до следующего раунда переговоров нападать не будут. Иначе как? А на самом деле решение о нападении было принято уже заранее, и никто не собирался ждать этого следующего раунда. Значит, соответствующим образом, таким макаром усыпили бдительность. Была достигнута оперативная внезапность. Ну, хотя бы тактическая внезапность, так скажем. Иран подтвердил гибель в результате специальных операций целого ряда высокопоставленных генералов, в том числе начальника генерального штаба, начальника КСИР, там, их заместителей и так далее. И целого ряда, сейчас говорят, 6 человек, физиков-ядерщиков высокопоставленных, которые работали над атомной бомбой для Айталы. В принципе, объявить, что они все погибли и скрыть их в специальных убежищах заранее, ума на это много не надо. Поэтому не будем исключать того, что, вероятно, в будущем выяснится, что эти люди не погибли. А для того, чтобы ввести в Израиль Моссад в заблуждение, там израильские спецслужбы, да, Иран поступил таким способом. Однако, есть целый ряд примеров о том, как уже успешно ликвидировали высокопоставленных и физиков, и генералов иранской армии, что, скорее всего, так оно все и получилось. Но мы подождем окончательного подтверждения. Однако, если выяснится, что они не скрыты сейчас где-нибудь там, вот, в тайных убежищах, а действительно погибли вот этой ночью, да, все скажут одно. Недорого стоят такие военные. И судьба их была определена ими самими. Потому что если у тебя главный союзник твоего врага, то есть Соединенные Штаты, заранее начинает эвакуацию персонала, когда заранее на тебя сыпались буквально сигналы о том, что вот-вот начнется операция, ты, как настоящий военный, должен уже в обнимку с табуреткой спать на кафельном полу на запасном пункте связи. Неделю уже до этого. Ты не имеешь права спать в своей постели, в своей квартире, куда влетели эти управляемые снаряды, которые их уничтожили. Ничего не стоит тот генерал, который, так сказать, за неделю до операции не скрылся в тайном убежище. Вот поэтому я считаю, что нам всем надо немножко подождать. Но, в общем, по большому счету, вот сколько уже длится вот это противостояние такое Ирана и израильских спецслужб, столько у нас примеров, что они ничему не учатся. А какова роль спецслужб во всей этой операции? Но вот в той части, которая связана с нанесением неожиданного удара по командованию, ключевая роль. Значит, эта операция проводится по классике. То есть, если ты проводишь такие деликатные, как мы с тобой их называли раньше в выпусках, восточный обмен ударами, там чуть-чуть вас побомбим, извинимся, они чуть-чуть вас побомбят, извинятся и так далее. А если ты настоящую вот уже операцию проводишь, то она должна быть очень неожиданная, решительная и по максимуму достигнуть своих целей в первые же часы операции. Вот сразу, немедленно, пока противник не очухался. И для этого ликвидируется руководство, чтобы оно не могло взять в свои руки процесс ответа, да, на удары, и чтобы в войсках наступил хаос там, и в управлении государством в том числе. Значит, здесь ключевую роль сыграла агентура. Очень многие спрашивают
зрители, почему, предположим, российское командование не наносит удары по украинскому командованию где-то там в Киеве, так как это делается в России. Значит, Иран – расколотая страна. Количество людей, которые буквально вот ненавидят режим аятолл, очень велико. По некоторым опросам общественного мнения, сын последнего шаха, да, Реза, он находится в эмиграции, находится по популярности на втором месте. Этих людей, вот я сравниваю больше всего оппозицию Ирана с белогвардейцами в России. Непримиримые, отчаянные и готовые на любые, так сказать, действия ради торжества своего справедливого дела. Так же, как и исламские фундаменталисты. Поэтому Моссаду и вообще израильским спецслужбам есть среди кого вербовать. Это сотни тысяч людей. И точно так же в России украинским спецслужбам есть среди кого вербовать. Это миллионы людей. И, конечно же, социальная база вербовки агентуры в России создана, так же, как она существует в Иране для Израиля уже десятилетия. Вот. Эти люди и есть основа, на которой опирается Моссад. Иранская оппозиция, боевики, сами персы. Понимаешь? Это очень важно. Это не иранские агенты, не израильские агенты, израильтяне, которые там проникли куда-нибудь, а именно вот война с Ираном руками иранцев. Будет ли обрушение режима когда-нибудь? Победят ли эти, как я их называю, белогвардейцы? Не знаю. Но, в общем, у них очень большая поддержка в стране. Россия уже отреагировала, конечно, на эти удары. МИД заявил, что это неспровоцированные удары по суверенному государству, они категорически неприемлемыми. И у России и Ирана, самое главное, есть договор о сотрудничестве, да, который недавно вступил в силу. Как теперь России вообще поступать в такой ситуации? Этот договор называется о стратегическом сотрудничестве. И там есть пункт о сотрудничестве в военной сфере. И тем не менее, это не военный союзный договор. Там нет пунктов, которые обязывают Россию, вооруженные силы, вступиться за Иран. Нет такого. Они сотрудничают в военной сфере, там, оружием обмениваются и так далее. Но Россия не обязана вступаться за Иран. И Израиль для нее тоже не последний партнер в переговорах. Поэтому, конечно, Россия занимает такую стороннюю позицию, но в целом, конечно, она на стороне Ирана. Дипломатически. Будут демарши, заявления и так далее. Но по большому счету, главное, чем могла бы помочь Россия и Ирану, это поставку большого количества зенитных ракетных комплексов. Но России самой не хватает. У нее идет огромный вооруженный конфликт на Украине, и зенитные комплексы самой нужны. Точно так же, как сейчас США перебросят все возможные зенитные комплексы на территорию Центкома и Центрального командования, да, на Ближнем Востоке и в Израиль. И правительству Зеленского тоже ничего не достанется. Вот так это влияет на российско-украинский конфликт. Да, буквально как раз говорили о том, что компоненты ракет, которые используются против дронов, будут отправлены на Ближний Восток, а не на Украину. И, как оказалось, очень вовремя. Так, то есть НАТО и США сейчас переключатся по полной, да, на этот конфликт теперь. Если, конечно, предполагается, что Иран ответит все-таки, а может быть, это все-таки будет такой вялотекущий конфликт, и Иран все-таки не станет. Если вялотекущий конфликт, то Иран потеряет лицо. Ответ должен быть баллистическими ракетами, мощный и так далее. Все это может быть, это атака по каким-то, если американцы ввяжутся в эту войну, атака по американским военным базам за рубежом и так далее. И тогда Кремль и военно-политическое руководство России получат максимум бонусов от этого конфликта. То есть взлетит очень сильно цена на нефть, она уже сейчас повышается, и Россия получит много дополнительных долларов, очень много денег из-за этого, и чем дольше, тем лучше для России. И кроме того, огромное количество денег и оружия будет перенаправлено с Украины на Ближний Восток.
ну, на Израиль. Это оба этих пункта чрезвычайно выгодны российскому руководству, чрезвычайно выгодны. Поэтому чем дольше и сильнее будет эта война на Ближнем Востоке, тем, в принципе, парадоксально, может быть, Кремлю лучше. Ну, посмотрим через неделю, что Да. будет. Через неделю поговорим. В понедельник на Чебоксары был произведен налет дронов, а точнее на Всероссийский научно-исследовательский институт релицостроения с опытным производством, или коротко ВНИИР. Да, ну, во-первых, надо сказать, что не только на Чебоксарский завод произведен налет, но еще на несколько производств, которые занимаются строительством сложного оборудования для армии. Это вот военное оборудование, точно совершенно. Чебоксарский завод производит довольно известные среди военных наблюдателей антенну, называется она «Комета», потом ее модернизированный вариант стал называться «Комета-М». Это антенна для приема сигналов спутниковой навигации. Принимает сигналы со спутников, летит управляемая бомба, ракета, и она по GPS, ну это мы так называем, на самом деле по ГЛОНАССу, да, по 3 системам, ГЛОНАСС, GPS и Галилео. Она определяет свое положение, и из-за этого она становится высокоточным оружием. Хотя это бомба 1962 года производства, может быть, да, авиационная. Естественно, пришло время, украинская армия, получив оборудование от союзников, начала в эту массовую политику подмены сигнала спутниковой навигации, вносить искажения в этот сигнал, эти приборы стали глючить, и оружие полетело не туда, куда надо. Да? Тогда были произведены антенны приема этой сигнала вот именно на Чебоксарском заводе, которые были защищены от такого искажения. Оборудование тоже перенастроили. И еще раз, и стали совсем уже малоэффективные удары, например, этими бомбами с управляемыми модулями, с крыльями раскладывающимися. Да? Там, где одной бомбы хватало, чтобы точно в цель положить, теперь нужно 4 бомбы. И там, где вылетал один самолет, для того, чтобы их сбросить, да, надо уже 2 самолета. И самое главное, что непроизводительные расходы абсолютно. Видимо, шла такая научная работа сложная, конструкторы внесли большие изменения и выпустили совсем уже новую антенну «Кометы Р-8», если я не ошибаюсь, она называется, и в ней уже сразу несколько встроенных механизмов, которые умеют определять, где находится прибор, искажающий сигнал, которые экранируют саму антенну от сигналов снизу, потому что, естественно, оружие летит сверху, а оборудование стоит на земле, и она строго в небо должна быть направлена там, и так далее. Вот. И российское оружие по сигналам от источников с фронта восстановило свою точность. Да? И вот в марте это произошло. Насколько такие бомбы вкупе с этими модулями стали дороже из-за этого? Я этого не могу тебе сказать, не знаю, просто не знаю. Вот такое ощущение, что себестоимость из-за таких вот да, но я не верю, что она сильно стала дороже. Она стала, наверное, да, стала дороже, но я не верю, что очень сильно дороже стала. И вот, да, и эти же приборы устанавливаются и на ракеты, на баллистические ракеты, и в последнее время вот на эти беспилотники Герань-2. И такая очень обширная номенклатура вооружения используют продукцию Чебоксарского завода, то есть чисто оборонный завод. И вот представь себе, когда этот модуль появился на фронте и показал высокую очень результативность, а это 2-3 месяца назад, видимо, началось планирование удара по нему, и сейчас вот мы знаем, видим, что украинские беспилотники прорвались. Это о чем говорит? О том, о чем я говорил давно. То есть нет единого органа, ответственного за политику противовоздушной обороны по всей России, не существует лица отдельного от ВКС, военно-космических сил, со своим аппаратом,
И наше командование очень ярко так демонстрирует реактивное поведение. То есть сначала украинская армия что-то делает, потом наше командование думает и какие-то меры контрборьбы, значит, вводит тогда. Но уже который раз украинские дроны, несложные цели, вот совсем несложные, это самолетики с хорошей сигнатурой, очень их видно на радиолокаторах, они не очень невысокой скорости у них, они не умеют быстро маневрировать, ничего, их сбиваются они легко на самом деле. Но они пролетают, и они падают на заводы, которые производят сложное оборудование. Вот. Мы не знаем, насколько они повредили этот завод. Может быть, они там действительно где-то во дворе упали, все. Или он все-таки остановил свою работу на время, да, ремонта. Вот еще раз хочу сказать, что вот реактивное поведение так же точно, как и в случае, который мы с тобой разбирали в прошлый раз. Это с атакой на аэродромы. Точно так же. Сначала атака на аэродром, потом будем принимать меры. Потом вот атака, будем принимать меры потом. Вот примерно так это все происходит. На днях в Нью-Йорк Таймс вышел материал о том, что, несмотря на публичную, вроде как, дружбу между Россией и Китаем, в действительности между спецслужбами стран отношения довольно напряженные, ведется агентурная работа, Китай даже якобы может там предъявить какие-то территориальные претензии России, что-то вообще такое. Ну, ты знаешь, это, конечно, вот военной сферы касается напрямую, поэтому нам стоит это обсудить. Но, во-первых, не столько дружба, сколько уже прям признаки военного, в смысле такого союза, союзнические отношения. И это декларируется обеими сторонами. А во-вторых, я все-таки обращаю твое внимание, что в статье честно признается, что это якобы доклад ФСБ, но не подтвержден абсолютно, что это доклад ФСБ. Это может быть сочиненный доклад ФСБ, да, тоже. Однако противоречия в области спецслужб, у которых стоят свои задачи, они неизбежны. Вот, при такой длинной границе общей и при при том взаимно проникающем интересе, смотри, значит, Китай до сих пор не научился строить нормальные авиационные двигатели. И вообще все, что касается турбин, это заемные технологии. То есть там Siemens привозил и так далее. И все, что касается двигателей для военных самолетов, именно вот их очень интересует, да, и они всегда просят, так сказать, там, с локализацией, да, постройте нам завод, чтобы мы сами строили и так далее. Все. Россия отказалась в свое время это сделать. То есть есть вещи, которые их прямо интересуют, Россия не дает. Они хотят. Потом китайские ученые по всему миру производят обследования вот, по периметру своей сферы, где они находятся, там, да, все вопросы, которые касаются, изучаются их коллегами, они стараются быть в курсе и ведут специальные опросники. Они залазят в разработки своих коллег зарубежных. Да. Китайские студенты обязательно вот, изучают все, что может понадобиться с точки зрения разведки. Вот как это делается, например, в России. Вот идет МАКС, это авиационный салон. В авиационном салоне куча всяких павильонов. Прилетает китайская делегация. В китайской делегации, предположим, там 17 человек. Предположим. Каждый человек на всех павильонах задает один вопрос. Его вопрос, который ему поручен. Угу. Вот он заходит, там, где какие-то зенитные ракеты, задает вопрос. Заходит куда-то, где там самолеты представлены, задает вопрос. Авиационный двигатель задает вопрос. На МАКСе зенитные ракеты представляли? А там все. Все, там может быть все. Любая вот военная техника, так сказать, которая касается вот авиации именно. Угу. И вот 17 человек, 17 вопросов. Потом они сходятся вместе, и у них 17 опросников по 17 вопросам, по всем просто пунктам. Вот так вот. Это в обязательном порядке, да? Опрос такой военный. Эти методы, они всем, в общем, как бы известны. Спецслужбам мира, как китайцы работают. Работают они, конечно, с диаспорой.
то есть с китайцами, которые здесь в России находятся. Ну, наверное, так плотно, как в Америке, они не работают, где там у них свои, собственно, отделения полиции. Ну, я думаю, они придумали это задолго до того, как израильтяне придумали шенбет и работу с еврейской диаспорой за рубежом. Я думаю, китайцы со своими соотечественниками за рубежом работают еще в императорском Китае. Так что для них это дело привычное. Это все так. Потом, история России, Советского Союза и Китая, взаимоотношения, очень непростая. Военные конфликты были, их несколько раз. Потом была дружба в засос при Сталине, при Хрущеве разругались, и китайская армия очень в значительной степени вооружена была советским оружием, лицензионными системами, которые там заводы построены были Советским Союзом вооруженным, и доходило до вооруженных столкновений на острове Даманском в конце 60-х года, на границе в Казахстане, советско-китайский участок, это тоже были вооруженные столкновения. То есть, в общем-то, до боев уже доходило. Потом сейчас вот очередной период потепления. Но то, что Сталин не дал Мао Цзэдуну атомную бомбу, а тот обиделся, это, вообще-то говоря, говорит о том, что очень надо помнить о том, что история советско-китайской, российско-китайских отношений, она вот такая вот. Вот, и, конечно, поэтому и стратегии в Генеральном штабе, и спецслужбы должны иметь какие-то планы, хотя бы приблизительные, на случай обострения отношений. Обязательно. Поэтому, конечно, и ФСБ здесь на земле, не служба внешней разведки, а именно ФСБ, здесь, контрразведка, в России старается следить за тем, что китайская разведка здесь, как бы разнюхивает. Да? Это обязательно. А то, что китайская разведка в России очень активно работает, не секрет, и это обязательный элемент китайской политики во всех странах. Понимаешь, если бы китайцы вот именно в России бы там разведали, это одно дело. Но нет такой страны, где бы не работала китайская разведка. Наверное, ты прав, когда говоришь, что в первую очередь все-таки в США. В первую очередь, а не в России. Мы для них представляем интерес, так. А все, что касается этих националистических там закидонов, где они там публикуют карты с названием китайским, там Владивостока и так далее, и что, может быть, будут претендовать в будущем на эти территории, от этого невозможно избавиться, это будет всегда. У меня есть и личная история. То есть в Афганистане-то Китай был чуть ли не основной страной, которая снабжала муджахедов оружием. Китайские, как я тебе рассказывал, помнишь историю про ДШК, который сделан в Коврове? А китайские-то ДШК ломались там очень быстро. Вот. И автоматы, винтовки, боеприпасы, огромное количество мин китайских. Это все было, так сказать, заполонено. Значит, исламская оппозиция, которая воевала в Афганистане, она прямо на китайском оружии сидела. Поэтому, это совсем недавняя история. Это буквально на моей памяти все. Поэтому, да, надо иметь в виду, что по-всякому может повернуться. На прошлой неделе в Балтийском море начались учения НАТО. Они продлятся до 20 июня. В этих учениях задействовано 40 кораблей, катеров, 25 самолетов и вертолетов и 9 тысяч военнослужащих из 16 государств-членов НАТО. Это связано, я так понимаю, в том числе и с теневым флотом России. Да. И до 20 июня они будут там воевать. Мы уже рассказывали нашим зрителям о том, что Эстония предприняла даже попытку захвата танкера теневого флота в нейтральных водах. Она чрезвычайно активную позицию занимает в этом вопросе, если не сказать там агрессивную. Эстония и Финляндия, вот эти две страны. То есть уже дошло до того, что прилетал самолет российский там на выручку этому танкеру, капитану. И с территории Польши прилетали самолеты НАТО разбираться там. То есть может дойти до прямого конфликта, по крайней мере, до стычки, так скажем, да, к вооруженному обмену.
И готовясь к таким возможным инцидентам, страны НАТО решили провести вот такие вот учения. Но глава военного комитета Европейского Союза сказал, что без Соединенных Штатов, просто вот у европейских стран, все-таки флота для того, чтобы на Балтике захватывать танкеры теневого флота, захватывать, недостаточно. То есть все-таки, там он считает, от 5 до 10 кораблей постоянно в дежурстве должно быть, а корабли, они меняют друг друга. Сейчас со всей Европы они собрали там до 50 кораблей, по-моему, там 40 кораблей. И он так, в общем, прямо и сказал, что типа надо наращивать флот, нам его не хватает на Балтике. На самом деле российский Балтийский флот заперт в Финском заливе. Все остальное Балтийское море – это сплошные страны НАТО, побережье. Калининградская военно-морская база практически заранее блокирована. Если крупный вооруженный конфликт разгорится настоящий, можно сказать, что она обречена. Крупный военный конфликт. Вот буквально со странами НАТО. Недавно глава немецкой разведки заявил, что все это 100% произойдет. Российские зеленые человечки будут отправлены в страны Балтии, чтобы, значит, защитить русскоязычное население там. А перед этим еще незадолго и шеф, значит, шеф Министерства обороны и разведка немецкая предрекла, что Россия нападет на НАТО в 27 году. Может быть, в 29-м. Но даже в 27-м может тоже. В общем, все эти сценарии все чаще и чаще говорят. В данном случае это вообще уже глава разведки. Именно от немцев эти предупреждения исходят уже несколько раз. Возможно, это потому что у них самые сильные силовые структуры из всей Европы. Не буду ничего говорить, может быть, но это сериал. Это не единственное заявление. Уже несколько раз заявили, что вот... Все чаще и чаще, я имею в виду. Да, а теперь бойтесь, значит, что вот один из вариантов, это что российская армия пришлет в Эстонию каких-то там бойцов. Аналогия с Крымом. Крымские граждане все-таки голосовали на том самом референдуме, который никто не признает. Физически он был произведен. И 90%-то проголосовало известно как. Поэтому там в Крыму было на кого опираться. И украинская армия заранее сразу отказалась от сопротивления. И из украинской армии 3/4 перешло на службу в российскую армию. Ничего похожего, что способствовало мирному захвату, как это произошло в Крыму. Там просто в Эстонии быть не может. В этом особенность, что он говорит, таким образом Россия хочет проверить, готовы ли вообще НАТО вступаться за кого-то, применять эту 5-ю статью, и что на самом деле, мол, Россия рассчитывает, что просто все Прибалтику кинут. Такие бывают случаи, там мальчишки сидят и этим самым на пустыре снаряд или мину во время Второй мировой войны кирпичом бьют. А он спрашивает, зачем мы это делаем? Дай ему посмотрим, что будет. Примерно вот так это рассуждение. Да, можно, конечно, довести до Второй мировой войны, до Третьей мировой войны. Да, в принципе, можно. А зачем? А мы решили, думаем, посмотрим, что получится. Наверное, если так рассуждать, то да, такое возможно. Но это сценарий... Глава разведки американская Талси Геббард опубликовала видео 3-минутное, которое в Америке все очень раскритиковали, потому что говорят, что вообще прям пропаганда какая-то, в которой она говорила, что вот Америка, американские элиты все ближе и ближе толкают весь мир к Третьей мировой войне. Потому что они, значит, пытаются как-то, значит, там, как они говорят, наказывать Россию. Но больше всего наказать Россию мечтают небольшие страны, те, которые ее соседи, которые имеют историческую обиду. Это, конечно, в первую очередь страны Прибалтики, и Польша тоже. Вот эти бы наказали со всем удовольствием. Но нет у них такой возможности. У американцев возможность есть, но они какие-то весьма осторожно себя ведут. На самом деле администрация Байдена вела себя очень осторожно. И совсем не так, как некоторые думают. То есть вот эти заявления немецкой разведки и немецкого министра обороны о том, что вот-вот Россия нападет,
они как раз гораздо более такие провокативные, чем действия американцев. Американцы, да, более солидный такой, так сказать, это самый противник, так скажем. Они до такого не опускаются. 30 мая Владимир Путин утвердил стратегию развития военно-морского флота до 2050 года. Правда, стало об этом известно только на днях. Вот. Там какие-то совершенно безумные цифры. 8,4 триллиона рублей должны потратить в течение 10 лет, если я правильно понимаю. Все так. Но это нам Патрушев, в общем, сказал в своем таком лапидарном очень комментарии. Патрушев, как член морской коллегии, имел отношение к подготовке этого документа. Готовили эту стратегию год целый. Утверждается, что они, значит, анализировали ситуацию по всему Мировому океану, посмотрели, значит, какие могут быть сценарии опасные военно-морских конфликтов и так далее, учли опыт российско-украинского конфликта вооруженного, то есть все вместе, и вот прикинули, какие могут быть перспективы, как может все это развиваться, какой нужен флот. И, исходя из этого, сформулировали стратегию, а уже из стратегии, естественно, вытекает, сколько должно быть на каждом флоте там кораблей какие там у них классы, сколько всего. И вот эта часть для нас самая интересная, ее как раз и нет. То есть мы понимаем, что они все проанализировали и знают, какие угрозы будут, но строить-то что будем? Внизу только одна цифра – 8,4 триллиона рублей. Ну, скажем, вот нынешний бюджет этого года военно-оборонный, да, 13,5, если не ошибаюсь, триллионов. Но это весь оборонный бюджет воюющей страны. Вот. А тут 8 на один флот. Ну, огромные суммы, конечно. Единственное, о чем, как мы можем судить о перспективах, но это по косвенным признакам. Вот там есть, например, фраза, как может, фраза, как я понимаю, Патрушев, да, как может российский флот защищать интересы России в Мировом океане. Раз в Мировом океане, значит, будут строить океанский флот. Океанским флотом был советский флот. Он действительно имел, так сказать, какие-то задачи там в Мировом океане, борьба с авианосными группами США там, и так далее, ударными. Из-за того, что у новой России, вот уже после развала Советского Союза, флот был разделен, там между основой его досталось России, конечно, денег на поддержание такой активной деятельности по всей акватории мировой вообще не было. И, конечно, задачи флоту ставились очень скромные, очень небольшие. И память об океанском флоте, она у наших военных и военно-политического руководства, вот типа Патрушева и так далее, там Совет Безопасности, вот, членов, она очень сильна. И они все время об этом помнят. Какие могут быть задачи у российского военно-морского флота в дальней океанской зоне, я не знаю. Есть главная одна вещь – триада. Это атомные подводные лодки, ракетоносцы со стратегическими ракетами. Одна из частей российских стратегических ядерных сил, которые там, в случае этого Армагеддона должны выпустить ракеты из-под воды. Они, конечно же, действуют по акватории Мирового океана. Теоретически их надо защищать. Может быть, где-то вот из-за этого фигурирует в словах Патрушева, что вот океанский флот должен быть. То есть не обязательно это будут строительство авианосцев. Да, и вот это вот, понимаешь, есть, например, проект, давний такой довольно, проект эсминца «Лидер». Это фактически крейсер с 2 ядерными реакторами. Значит, очень дорогая машина, и их должно быть не один и не два, а прям целая серия. Существует минимум 3, а если я все-таки не ошибаюсь, 4 проекта авианосцев разных конкурирующих контор там между собой, да. Эти все проекты в виде макетов, моделей выставлялись на выставках. Они, значит, мы их можем продемонстрировать.
Каждая из команд защищает свой проект, говорит, что вот он самый лучший. Тогда есть авианосцы предлагаются строить меньшего водоизмещения и большего, который конкурирует прямо с американскими авианосцами и так далее. Это очень дорогая машина. Ну и, конечно, если авианосец должен ходить в дальней морской зоне, в Мировом океане, желательно его построить с атомным реактором. Конечно, чтобы он не зависел от топлива и так далее. Вот. Даже у Советского Союза задачи все-таки были достаточно ограниченные у флота, но не такие, как вот у американского флота, который действительно по всему миру представлен и так далее. Вот есть такой, например, параметр у флота, как автономность плавания. Это сколько дней корабль может, вот, выйдя из базы, действовать в акватории, заданной ему, значит, какое-то выполнять военное задание, сколько дней он может там в море болтаться, не пополняя запасы самостоятельно. Вот авианосец «Принц Уэльский», английский, у него автономность плавания 300 суток. То есть он почти год может ходить, не подходя, так сказать, к базам. Да? Это как раз такой авианосец, который, по идее, занимается охраной всяких торговых путей. Да, наверное. морских путей, да. А у авианосца советского, который нам по наследству достался, который в основном стоит там на ремонте, на Северном флоте, у него автономность плавания 45 суток. То есть он вышел через 1,5 месяца, извини, домой. Там текущий ремонт, пополнение, много чего. Вот две вещи, да, несопоставимые. В принципе, авианосец, конечно, удобная штука для всяких заморских жандармских операций. У России такая операция была, и авианосец туда ходил, я имею в виду в Сирии. По крайней мере, он получил какой-то опыт. Над ним иронизировали иностранцы, да, он себя там немножко, так сказать, показал не так, как американский современный атомный авианосец, это понятно. Но, тем не менее, такой опыт был. Есть по один авианосец у французов, Шарль де Голль, есть 2 авианосца, «Принц Уэльский» и «Королева Елизавета», у англичан. Они могут менять их на боевом дежурстве. Ну, в общем, и все. Больше, кроме Соединенных Штатов, ни одна страна, кроме 1-2 авианосцев, производить не хочет. И это Китай. Вот. Китай имеет большую программу развития авианосного флота именно потому, что позиционирует себя как прямой противник Соединенных Штатов в акватории Мирового океана. У него уже образовались интересы. И в Джибути база военная стоит, а это, между прочим, Африканский Рог, да? Красное море защищает. И по всему миру они рисуют стрелочки вот этих вот своих транзитных дорог в шелковый путь, который, так сказать, и там среди них важнейшее значение имеют морские пути, потому что китайские товары контейнеровозами по всему миру развозят, для них это вот важно. И они уже себя показывают, да, как океанский мировой флот. Как мы буквально только сейчас говорили про соперничество Китая и России, Китай как самая производящая корабли страна сейчас, да? Да, да. И Россия такая тоже хочет. Мы тоже теперь будем строить корабли. Но вот тут вот самое главное, чтобы мы без штанов не остались, потому что флот океанский – это самая дорогая игрушка, которую только генералы и адмиралы могут себе вообразить. Для них это вот лакомый кусок. Чтобы мы без штанов не остались, надо очень грамотно рассчитать вообще, какие задачи у флота должны быть. Если только, так сказать, помогать нашим стратегическим лодкам там выжить в океане, это одно дело. Другое дело – строить эскадры, которые будут бродить там по всему миру, значит, соответственно, они сразу же потребуют базирования удаленного. Это значит, надо где-то то ли с Суданом договариваться в Африке, то ли с какой-нибудь Южноафриканской республикой, чтобы, значит, базу, да, военно-морскую построить. Все, надо. Они все и так с Китаем дружат. Самое главное, это же деньги-то какие. Это просто немеренные деньги. Китай может много себе позволить. Богатая страна, и это первая индустриальная страна мира вообще сейчас. А России нет. Поэтому все-таки вот тот ограниченный функционал у флота, который был, несмотря на наличие кораблей дальней морской зоны, то есть охранять, поддерживать боевое дежурство там, в ближних морях,
своих, которые недалеко от берега, наверное, пока это все-таки оптимальное. Не может быть у нынешней России таких глобальных задач в мировом океане, как у Советского Союза. Но судя как бы потому, что вот эта цифра 8,4 триллиона за 10 лет, все-таки в сравнении с тем, что годовой бюджет-то вообще 13,5, то это не такая уж и действительно кажется гигантская сумма, которую можно потратить на то, чтобы по-настоящему такой вот океанский флот, о котором ты говоришь. Да, я считаю, что ты прав, и, наверное... Авианосцы явно на такие деньги не построишь. Может быть, один. Там, да. Я имею в виду, чтобы вот сделать такой конкурентный флот сделать. Нет, наверное, нет. И я думаю, ты прав. И это как бы некоторое облегчение во мне вызывает. Потому что милитаризм в сознании, желание стать сильнее всех и так далее, заразная штука. И он может довести до того, что страна, вот, допустим, Советский Союз, он, пытаясь сравниться с Соединенными Штатами, ну, вообще со странами НАТО в совокупности, да, в своей военной мощи, в конце концов, здорово истощил свою экономику. А сейчас, когда экономика не плановая, а все-таки рыночная, как ты ни крути, хотя и управляемый рынок, дирижистская такая экономика, и тем не менее все равно, сказать, в таких условиях найти грамотный баланс между военными расходами и потребностями реально военными очень важно. Поэтому, если какие-то детали вот этой стратегии развития стратегии развития флота до 50-го года появятся в прессе, детали, мы должны очень внимательно на них наблюдать, должны их искать. Потому что это, конечно, важнейшая часть нашей жизни, для военных, да и для всех людей. Потому что это же... Все зависим от тех денег, которые тратятся. Конечно, это же из общего бюджета, а он же там образование, медицина. Вот эта стратегия, как будто бы какой-то первый шаг к вообще полной, тотальной реформе вооруженных сил, о которой в последнее время, по-моему, чаще стали говорить, да, о том, что она грядет, что-то такое. Ты знаешь, очень обсуждают, это стимулировало эти обсуждения приход команды, очень маленькой, очень ограниченной команды министра обороны Белоусова, новый министр обороны, обновление, что-то должно произойти, все ждут. Год вообще-то прошел уже. Да, год-то уж прошел, мы уже это отметили. Вот. И все ждут обновления вот такого на уровне реформы. А то, что реформа назрела, все говорят уже. Это уже даже повторять неинтересно, да? Я могу сказать, очень много рассуждений о том, кто кому должен подчиняться, кто кем должен командовать, какие функции исполнять генеральный штаб, а вот сухопутные войска, они будут самостоятельную роль исполнять или нет, штаб сухопутных войск, потому что там генерал Мордвичев теперь оказался, или не будут, и как соотнести, сказать, полномочия, вот это все вторично на самом деле, и это не разговоры о реформе, хотя они формально, вроде бы именно о реформе. На самом деле, так же, как вот в разговоре о судьбе флота и стратегии развития флота, исходно военно-политическое руководство России, вот эти все стратегии наши, в очень солидном возрасте все люди, должны определить, какие вооруженные конфликты России вероятны на ее границах. То есть не за рубежом, в виде экспедиции американцы, они планируют зарубежные войны. У них там совсем другое планирование. Они все войны планируют за рубежом, а Россия нет, она все войны планирует на границах. И вот это представление себе составить о том, какие они будут, сколько вооруженных конфликтов одновременно Россия может вести, региональных, 1, 2 одновременно или по очереди, какие для этого нужны вооруженные силы, то есть отсюда мы считаем, сколько там дивизий, бригад, корпусов и так далее, сколько авиации, и отсюда уже считается, сколько техники для них,
для этих соединений. А еще ниже этажом уже считаются деньги, сколько нужно денег на производство такой техники и на содержание такой армии. И вот тогда становится понятен военный бюджет и перспективный военный бюджет. И ты опираешься на свои предположения при этом, что вот война будет вот такая, если она будет. Ну, сейчас, наверное, они будут говорить о войне с НАТО и так далее. Но вообще, когда с НАТО были нормальные отношения, наибольшую угрозу, ну, при Ельцине, например, да, и при раннем Путине, наибольшую угрозу видели с юга. Ну, потом концепция изменилась с 2007 года, да, значит, началось усиление напряженности с НАТО и так далее, все. И баланс угроз в глазах Кремля, понятное дело, изменился. С тех пор многое произошло. Но вот без этого ключевой работы, определения главного участка, на котором ты должен, так сказать, сосредотачивать усилия свои военные, ничего не будет. От балды строить, как это у нас в 90-е годы происходило, армию нельзя. Да, чревато перерасходом средств и строительством совершенно неадекватной армии. Но понятно, что у нас в ближайшее время на первом месте будет украинская граница, и отсюда и вообще все будет плясать. Но в будущем все это может, конечно, тоже поменяться. По крайней мере, строить флот на 25 лет вперед задача почти нереальная, потому что так быстро меняются технологии и поколения вооружений, поколения техники. Какая там техника будет через 25 лет, ну, это просто сейчас представить. Но, с другой стороны, авианосцы современные, они были все построены Ну, да. давным-давно. Они модифицируются, конечно же, потихонечку, Ну, да. там доделываются. Но тот же адмирал Кузнецов, он когда в 91 году, кажется, был выпущен. Ну, да, Пущен на вот, воду. вот, ну, очень давно. Да. Вот, ну, примерно вот так все это выглядит. Я думаю, что стратегия настоящая должна создаваться в Совете Безопасности. Сейчас его возглавляет Шойгу. И у него там свои какие-то могут быть взгляды, но он обязан создать коллектив, большой коллектив, который будет, так сказать, анализировать все проблемы России, будущие, вероятные и так далее, под которые должны строиться, так сказать, вот, и система выживания в случае конфликта, и всяких катаклизмов, там, природных катаклизмов и так далее. Вот. Когда он находился на посту министра обороны, такая стратегия выстроена не была. Вот. Но это все дело будущего. Справится он с ней, не справится, посмотрим. Ну, все на этом у нас. Спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Да, вам спасибо большое. Мы обязательно будем ждать встречи с вами на следующем выпуске. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, на наш телеграм-канал и наш аккаунт в Бусте. И не забывайте задавать вопросы. Мы обязательно какие-то из них возьмем для ответов. Всего доброго. До свидания.